Здравия! Подписчик попросил меня как радиотехника разъяснить ролик. Ссылка в описании, посмотрите. Который ему помог оживить четвертый слот на материнской плате для серверных ионов. Сейчас объясню, почему так происходит, и дам рекомендации, как это делать по-нормальному, а не пальцем, ибо можно легко повредить ножки сокета, они весьма хлюпенькие. Частая проблема на таких платах — это отвал памяти. Может работать в разных режимах, может отдельно одной планкой, но вот если ставить 4 модуля, то облом. А начинается развлекуха с посткодами, поскольку плата не стартует. Конечно, может и контроллер памяти процессора быть сломан, но это явный брак и вряд ли так повезет с покупкой. Такие камни на стадии тестирования на заводе отсеиваются сразу. В LGA-сокете стоят ножки, и они из какого-то сорта пружинной стали. Во избежание гальванических реакций, коррозии и, возможно, лучшего контакта, на край ножки наносится позолочение. Но это могут быть и прочие похожие составы худшего качества. Помните же картриджи от Dendy? Там напыление было плохого качества, и рецепт для бедных был протирка резинкой, чтоб снова заработал. Так тоже можно, но она после себя оставляет кучу мусора. Для процессора и тем более сокета такое не стоит применять. А смысл в том, что шли окислительные процессы. Кислород у нас окислитель, и резинка как раз снимала пленку окисла, то есть механическим воздействием. Что касается дешевых плат, то в подвалах чайной просто сэкономили на процедуре промывки от флюса. Плюс в процессе хранения также может попадать пыль, грязь или еще чего. А поскольку флюс не смыт, он хорошо на себя все цепляет. Если проще, то к нему все липнет. Такая сталь плохо паяется. Для позолочения используется очень злой активный флюс. Его положено смывать. На плате он приведет к замыканию или даже потере контакта, или даже ржавению, как раз из-за окислов и агрессивности компонентов флюса. Благородные металлы флюс и окисла не смогут быстро съесть. Поскольку выводы висят в воздухе, наши улыбчивые друзья решили сэкономить на отмывке. Да и за такую цену вообще радуйтесь, что не приходится с паяльником сидеть и допаивать за ними всю плату. Даже в процессе пайки может образовываться налет или пленка окислов и прочий шлак. Они также могут и позже образовываться. Вот с ними и стоит разобраться. В ролике автор погладил по шерсти выводы пальцем и как раз снял эту пленку, и может еще какое засорение. Но по-нормальному это следует делать по-другому. Есть такая штука, как Flux Off. Специальная жидкость в виде спрея для снятия окислов и прочего мусора после пайки. Да, он стоит немножко денег, но зато им можно смело пропшикать хоть всю плату. Платы даже водой моют. Потом хорошо сушат на батарее пару дней, но вода не снимет определенный ряд флюсов. И забудьте про ластик. Берем обычную жесткую зубную щетку, пропшикиваем процессор, выводы памяти и проходим щеткой. Затем еще раз пшикаем и даем высохнуть. Не стесняйтесь заливать как следует. Дальше я бы пропшикал и сами слоты памяти на плате, а сам сокет просто заливаем пару раз с высыханием, чтоб химия разъела остатки флюса и окислы. Далее просто вставляем процессор и пробуем. Если потребуется, повторите процедуру. Зависит от качества химии в баллоне. Просто берите нормальных производителей типа Рексанта. По итогу, если пальцем мы сдираем окислы механические и заодно удобряем жиром и потом с пальцев выводы, которые также съедают металлы со временем, думаю, гитаристы меня хорошо поймут. А спецсредство разъест всю эту гадость и флюс химическим образом, без возможного повреждения выводов из-за кривых рук. И площадь контакта будет больше и гораздо чище. Варианты подешевле — это спирт. Неважно какой. В доступности технический изопропанол. Не вздумайте пить, ослепнете. Он также используется для смывки. Или можно взять бензин калоша или галоша. Он очень летуч. Смело просто облейте сокет несколько раз. На крайняк можно использовать ацетон или растворитель. Но эта гадость заодно и краску с платы снимет. Некоторые таким способом вымывают из-под БГА чипов флюсы. Это когда чип припаян к плате, типа чипов видеокарты или материнской платы.
на которых не видно выводов вокруг. Не рекомендую, короче. Слишком агрессивные составы. Кстати, видеокарты давно пора переводить на подобную технологию. Закрепление чипа, как и процессоры. Частая болезнь– это его отвал со временем. Пишите в телегу Либусти. За 300 билетов Банка России окажу консультацию и подберу, что есть в продаже, чтобы собрать суперкомпьютер. А за 777 рупий уже буду потеть больше, чтобы прям найти идеальный вариант за указанную сумму. За 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.